В-60Х Наталья Варли снялась в картине Леонида Гайдая «Кавказская пленница», которая принесла актрисе популярность и любовь миллионов телезрителей. До недавних пор Варли, который минувшим летом исполнился 71-й год, предпочитала не делиться подробностями происходящего на съемках ставшего уже культовым фильма, однако недавно сделала исключение. В свет вышла автобиография Натальи Владимировны под названием «Канатоходка», где актриса рассказала о взаимоотношениях с Гайдаем. Наталье удалось вытянуть счастливый билет. На роль студентки Нины претендовали порядка 500 актрис, среди которых были признанные красавицы советского кинематографа Наталья Фатеева, Наталья Кустинская, Надежда Румянцева, Лариса Голубкина, но удача улыбнулась именно ей, тогда еще неизвестной актрисе. Во время съемок «Кавказской пленницы» произошла неприятная история. После празднования дня рождения Александра Демьяненко, исполнившего в фильме роль застенчивого студента Шурика, Леонид Гайдай вызвался проводить Наталью до гостиницы. Режиссер не стал заходить к себе в номер, где жил с супругой Ниной Гребешковой, а шагнул следом за Натальей и пытался закрыть за собой дверь, однако актриса учтиво попросила его не делать этого. И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Ее от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе». Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу. Я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать, рассказала Варли в своей книге. Несмотря на старания Гайдая, поцелуя между ним и Натальей не получилось. Актриса оттолкнула его, выставила за дверь и заперлась в номере. На следующий день работа над фильмом продолжилась, как ни в чем не бывало. Однако вскоре Гайдай сообщил Наталье, что она не будет озвучивать свою героиню, на что актриса расплакалась, ведь раньше претензий к ее голосу ни у кого из съемочной группы не возникало. Режиссер начал ее утешать, объясняя свое решение тем, что очень часто начинающих артисток озвучивают более опытные. В итоге на протяжении практического всего фильма героиня Варли говорит голосом Нины Румянцевой. Сама Наталья озвучила всего лишь несколько реплик. Помимо этого, Наталья Владимировна вспомнила еще один неприятный случай, связанный с «Кавказской пленницей». Знаменитую песню «Где-то на белом свете» исполнила Аида Ведищева, которая впоследствии нелестным образом отзывалась о Варли. Когда на одной из телепередач Ведищеву спросили, почему она пела вместо Натальи, та ответила, что кроме смазливой мордашки, у Варли ничего не было, она ничего не умела. Несмотря на все инциденты, Наталья Варли со всеми смогла остаться в теплых дружеских отношениях. Незадолго до смерти Гайдай называл ее любимой актрисой, а однажды он признался ей в своей ошибке. «Ты знаешь, я до сих пор не могу себе простить того, что озвучил тебя Надей. Я помню, как ты плакала». Надя – блестящая актриса, но она пробовала скопировать твои интонации, и все равно слышно, что это Надя, хоть и молодая, но все-таки старше тебя на 10 лет. Это не имело смысла. Наташа,
Ты прости меня, корил себя режиссер.